И здрасте вам. Приехал на биологическую на мастер-сервис вот такая Honda MNV. В общем, она не хочет ни заряжаться, ни включаться, ни ехать. Серега делал диагностику. Вопрос тут по причарджу. Будем сейчас разбираться, чего такая возникла причина. Майстер-сервіс Електро вітає вас. Зачекайте хвилинку. Сейчас Серега будет пробовать отключать фильтр. Есть, скажем так, у хлопцев свои наработки, свой протокол по проверке электромашин. Это, как вы видели, у нас неоднократно разъемы, фильтр, разъемы батареи. Сейчас вот Серега отключил фильтр. Визуально у нас красота. Да. Питань нема. Сейчас накинем аккумулятор клемку. Ага. Проверим. Фильтру питань нема. Сейчас будем снимать крышку Джонсон бокса, там проверять, потому что были уже такие вопросы к данным машинам. Все-таки диагностики не хватает. Не дает Китай хорошую диагностику, поэтому все только опытным путем. Так, проверяем контакторы. Все хорошо. К ним вопросов нет. Приеду, сейчас еще посмотрим. Тоже вопросов нет. Так, делаем повторную диагностику Honda. Внутренняя неисправность модуля управления аккумуляторной батареи. И вот пока Серега делает диагностику, доп. Информация по данной Honda. У машины 130 тысяч пробега. Сейчас мы от текущих данных. Я тебе покажу. Во-первых, заряжено на 93%. А остаток 4 километра. 4 километра, да. Максимальная 400, минимальная 400. Понял? Угу, идеально. А теперь смотрим. 10, 11, 12. 5, 5, 5, 5, 5, 5. Понял? Потом 4, 1, 4, 1. Вот Угу. вторая, 5 и 1. Четвертая, 5 и 1. Пятая, 5 и 1. Шестая, 5 и 1. Даже интересно становится. Ладно, у нас показывало по Седьмая. низу. Да, ну, один, вот, ну, то есть первые
Восьмая, 5,1. Девятая, 5,1. И первая, и третья. Ну, короче, вот первые 9, 5,1 вольта показывает. И температура 87 градусов. Датчик температуры. Угу. Тут 87, тут 87, везде остальные 13. В То есть у первом нас модуле. какое-то комплексное решение будет по батарее, да? Ну, я думаю, в БМС-ке вот первый бик, второй бик, вот, видишь, температуру бред показывает, и по напруге. Третий тоже 87 градусов. Четвертый. Это бедулька из БМС. Шестой. Да. Согласовываем с клиентом, снимаем батарею, да? Да. Аккуратно снимаем. Сейчас пока вытолкнем Хонду. Серега уже снял с нее батарею. Вот так выглядит хондовская батарея. Я чуть-чуть прозевал. Было сильно много грязи на ней сверху. Серега все пообмывал. Все нормалек. У нас тут катл будет 100%. Это воздушные клапана, то, что поставил производитель. Ну что, сейчас будем снимать крышку и смотреть, что там в батарее. Так, сняли крышку батареи. Визуально сухо, что уже радует. Отпечатки пальцев производителей. Сейчас Сергей делал осмотр батареи. И вот в этом блоке какое-то есть жужжание. Все отключено, а здесь вижу какой-то ЖЖЖ. Сейчас скроем, посмотрим. Контактор мог такой звук давать. Понятно пока. Нужно потихонечку отключать и слушать. Ну сейчас есть, да, звук? Да. Ну тогда чек-тока вот этот вот. Почему он циклирует? Может, слышишь что-то? Там такое еле-еле. Все равно что-то есть. Включил Серега только что датчик тока. Все равно звук есть. Прозваниваем контакторы. Один замкнутый, да? Не замкнуто, это через него напругу показывает. А почему это есть такое, ну, если этот все четенько, а через этот реле причардж. Вот, сейчас на резюке тут померяем. 61 он есть. Ну да, такое что-то значительное. Так, вот это управление, вот этот. Да. Вот теперь нету.
Сейчас рассоединяем разъемы. Будем вскрывать БМС. Смотреть там, что у нас по состоянию. Приняли БМС. Жужжание пропало. На данный момент все тихо, как и должно было быть. Теперь надо найти причину, ничего не засыпает БМС. Ну и вот она, БМС Honda. Визуально здесь все красиво, все прекрасно. Сейчас будем глубже вникать. Потому что на первых 9 элементах она выдает 5,1. Фактически померили на элементах 4,1. Будем разбираться. Подкидываем БМС на Хонду. Так, подсоединили батарею. Так, машина включилась уже хорошо, контакторы классные, все, машина поехала. Вот так, проблема была БМС, все решили. Ставим хлопцам лайк, подписываемся, будут и другие у нас материалы. Всем спасибо, пока.